В преддверии выхода второго сезона «Рожденного заново» я решил, наконец-то спустя практически год, ознакомиться с продолжением нетфликсовского «Сорвиголовы», тем самым сериалом, который для многих был квинтэссенцией реалистичной супергеройской драмы. И мне реально есть что сказать. Тут пару слов не хватит, учитывая то, что я посмотрел. Начнем сначала. ДД для меня играет важную роль. Этот персонаж, его мир, работа Чарли Кокса и Винсента Д. Онофрио. На минуточку, эти двое уже 11 лет играют Мэтта и Фиска, и делают они это как никто. Нет ни одного кандидата, кто мог бы их заменить. Все, что в целом сделал Netflix за 3 сезона, вызывает у меня просто бурю эмоций. Именно поэтому, когда в 2018 году сообщили, что ДД, а за ним и все сериалы Marvel Netflix будут прикрыты, для меня стало ударом. Ведь третий, по факту завершающий нетфликсовскую ветку сезон, мне очень понравился. Чего только стоит финальная сцена, где Мэтт избил Фиска и посадил его в тюрьму. Ты вернешься в тюрьму! И проведешь остаток своей никчемной жизни в клетке, зная, что никогда не будешь с Ванессой, и что этот город отверг тебя. Он победил тебя! Я победил тебя! А затем этот мягкий финал, Нельсон, Мёрдок и Пейдж, который намекал на светлое будущее как для персонажей, так и для всего сериала в целом. В то время были большие надежды на нетфликсовский Marvel, но все пошло совершенно не так, как я ожидал. Затем новости. ДД в исполнении Чарли Кокса все-таки вернется, только теперь в перезапуске на Disney+. Сначала говорили, что вернутся только Чарли и Винсент, однако фанаты надавили, что неожиданно, и создатели вернули практически весь актерский состав оригинального сериала. Да, кого-то постигла печальная участь, умер Фогги, причем это произошло буквально в первые минуты первой серии. Было сделано намеренно, но зачем, никто толком так и не понял. Кого-то просто вводили-выводили, как, например, Карен, и в конечном итоге в центре оказались только Кингпин и ДД, как в целом изначально и планировали до пересъемок. В этом году выходит второй сезон «Рожденного», поэтому после попытки в прошлом году я решил посмотреть сейчас. Эмоции практически те же, что и тогда. Во время выхода я посмотрел всего пару серий, и могу сказать, что весь сезон творится какая-то неясность, какая-то тягучесть, события то тянутся, то скочат. Это точно несопоставимо с Netflix, но справедливости ради, и я должен это отметить, да, это лучше, чем остальные сериалы Marvel на Disney+, потому что то, что происходит сейчас, я не знаю, как это можно комментировать, и как вообще в целом это можно смотреть. По моему мнению, «Рожденный» сильно уступает 3 сезонам Netflix. Это какой-то, даже не знаю, склеенный продукт, похожий больше не на «Сорвиголову», а на какую-то неудачную попытку попасть под уже определенный фундамент и базу, построенную за 3 сезона, но без доли той душевности, что была раньше. Новый ДД просто стал в какой-то мере седабом, где на протяжении 9 тягомотных серий происходит страдание Мэтта и какой-то волшебный восход Фиска в кресло мэра Нью-Йорка. Не, вопросов к тому, что Фиск не в тюрьме, а мы вспомним 3 сезон ДД, абсолютно нету, потому что амбал в исполнении Винсента — это просто ультралегендарная штука. Огромное уважение к актеру за то, что он согласился вернуться, учитывая его возраст и трудности с набором веса. Но восход его героя в кресло мэра Нью-Йорка, а затем превращение самого известного города на Земле в его город-государство в финале 1 сезона выглядит, очень нереалистично. Больше походит на какие-то волшебные комиксные или мультяшные ходы, где злой злодей захватывает город. Что я имею в виду? Я за реализм, который присутствовал в нетфликсовском ДД. В реальном мире Фиск бы столкнулся с огромной политической машиной, расследованиями, СМИ, оппозицией, судом. Но сериал показывает это как какой-то магический ход. Это прямо показывает на то, что сериал потерял ту напряженность, делающую оригинал особенным. А теперь давайте закрепим все вышесказанное и пройдемся по пунктам. Есть целый ряд моментов, которые задели не только меня как фаната, но и в целом большинство сообщества фанатов сериала и даже самих критиков. Фогги был убит слишком рано, и это учитывая то, что персонаж достаточно знаковый для Мэтта и его мира. Герой нравился как мне, так и многим. Он не был каким-то бесполезным мусором, смерть которого никак бы не сказалась на сюжете. Поэтому то, как его вывели, абсолютно бессмысленно, и это вовсе не сработало как какой-то драматичный момент для Мэтта, ведь сюжет это абсолютно никак не развивает. Важный момент. У Netflix Фогги был не просто каким-то другом ГГ, он был моральным компасом для Мэтта, человеком, который постоянно возвращает ему
человечность, возвращают его к закону, к идее, что нельзя просто быть линчевателем. Или, кстати говоря, как это называется врожденным, вигилантом. Тому пример их конфликт во втором сезоне. Это была настоящая драматургия, предательство и боль, а затем примирение в третьем сезоне. Происходила определенная динамика дуэта, на которой держалась половина эмоционального веса сериала. А тут его смерть ощущается не как какая-то кульминация их отношений, а как сюжетный триггер, чтобы Мэтт снова страдал. Проблема не в том, что жалко ГГ, а в том, что ломается сама конструкция. У Мэтта теперь нет человека, который спорит с ним и держит его на земле. Ладно, этот человек есть, это новый персонаж Черри, но я даже не знаю, как это можно комментировать. В конечном итоге, из-за отсутствия этого, сериал становится гораздо беднее. Но мы сделаем небольшую скидку на то, что во втором сезоне уже подтверждено участие Элдена Хэнсона, но я думаю, всем ясно, что это будет что-то на уровне флешбеков. Следом идет то, что сериал называется «Сорвиголова», но экранки, где Мэтт реально сорвиголова, всего несколько сцен в финале, и то там все на себе тащил каратель. Вот серийного убийцы Мьюза, который абсолютно не был раскрыт. Не хочется в очередной раз сравнивать и приводить это в пример, но в оригинальном сериале персонажу выделили бы как минимум полсезона на раскрытие. Насколько мне известно, сам перс в комиксах имел определенный достойный билдап и не был слит так быстро. Однако сам образ такого жуткого серийного убийцы, такого психопата, который рисует все кровью, мне реально пришелся по душе. Боль, про которую, я думаю, еще скажу, это новые пустые персонажи, которые просто заполняют свободное место в окружении Мёрдока. Они не имеют ни собственной мотивации, ни харизмы, это просто какие-то NPC. И это я сейчас говорю про вышесказанного бывшего копа Черри, который узнал тайну личности Мэтта, и Кристен Макдафи, которая является партнером в юрфирме Мэтта. Так сказать, что-то типа нового Фоги. Остановись, прошу! Дадим перерыв, и я скажу о плюсах. Появление Карателя. Джон Бернтл просто легендарный мужик, и я был очень рад, что история его персонажа практически никак не пострадала во время перехода от Netflix в Disney+. Все сцены с ним сохраняют всю ту же напряженность, что и раньше. По моему мнению, персонаж Бернтла вообще тот, на ком держится наследство Netflix. Тому пример его первое появление, их напряженный разговор с Мэттом и, конечно, их совместная работа в финале сезона. Это просто уникальнейшие моменты, которые запоминаются. Кстати говоря, все сцены насилия и кровяки, благо в сериале, остались на уровне. Я очень боялся, что из всего этого в итоге сделают какой-то аттракцион, где никто никого не убивает и все дружно водят хороводы. Жестокость на самом деле самая высокая по сравнению с другими сериалами и фильмами киновселенной, и это вправду вызывает уважение. А теперь давайте затронем финалочку, а именно сцену в баре и слова Мэтта. Я верну этот город, Карен. С чего начнем? Нам нужна армия. Потому что каждый человек, который смотрел Marvel Netflix и потом посмотрел «Рожденного», подумал сразу же: «О, это же презентация защитников киновселенной». Да, еще в том году я думал, что их всех презентуют, что хотя бы на 10 секунд в баре мы увидим Джессику Джонс, Люка Кейджа, Дэнни Рэнда с Колин. Да, сейчас я, возможно, даже перегну палку, но есть же еще и «Лунный рыцарь», про которого сериал уже вышел на Disney+. Есть еще Кейт Бишоп, перс которой был одним из центральных в сериале про Соколиного глаза. Но на самом деле даже... Просить стоит, я бы даже сказал, нужно куда больше. Я сейчас говорю про Человека-паука, но сейчас Том Холланд птица большого полета, поэтому все коллабы с уличными героями, если и будут, то в рамках его фильмов или масштабных коллаб типа «Мстителей». I'm a really good lawyer. И да, в итоге мы получили сюр. Глупее этого я не знаю, что еще можно было бы придумать, потому что армия Мэтта состоит из пары каких-то рандомных опов, вышеуказанный Черри, барменша и Карен. Это просто стыд. Вообще, в чем проблема была презентовать защитников? Если Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер уже вернется во втором сезоне, Джон Бернтл вернулся к роли Карателя, а следовательно Майк Колтер и Финн Джонс, Джессика Хенвик должны вернуть. Но мы получили, что получили. Вот. Примерно так сложились мои впечатления от «Рожденного заново», и я, конечно, возлагаю большие надежды на исправление во втором сезоне и интересные камео и презентации новых героев помимо Джессики Джонс.
И также, что вы думаете о продолжении ДД? Мне было бы интересно почитать ваше мнение на этот счет в сериале. Что понравилось, что нет, в чем я прав, в чем нет. И также, чтобы меня не потерять и видеть больше новостей из мира кино и мои личные заметки по просмотренным фильмам и сериалам, подписывайтесь на мой ТГ. Ну и на канал тоже. Было бы здорово. Спасибо, что посмотрели. Увидимся.